С братом проводили в деревню бабушки. Детей там было 2 десятка, и городских, и местных, в общем, весело было. В лес тоже ходили, там было несколько мест, куда деревенские ребята водили городок с городских на экскурсию. Старая медвежья берлога, расщепленные молнией дерева и стонущая щель. Стонущая щель – это небольшая трещина в гранитном валуне метров 5 высотой, а сколько под землей еще неизвестно. И столько же в поперечнике, эдакое закопанное в землю яйцо. Внутри, видимо, была полость, потому что если крикнуть в эту щель, возвращалось эхо. Вот только голос искажался. Хотя и оставался похожим на твой, но уже был не звонким детским криком, а стоном. Тогда это казалось смешным. Щель была невелика, руку можно было бы засунуть, но нога бы уже не всякая прошла. Свет в нее проникал неглубоко. В 20 сантиметрах от входа уже не было видно ни одного солнечного блика. И чем еще эта щель была забавна, возвращала все, что в нее не кинь. Кинешь камушек, через секунду обратно вылетает. Кинешь шишку, тоже обратно. Брат объяснил мне, что там, наверное, склон, вот и выкатывается все. А если подуть туда изо всех сил, воздух тоже возвращался, только пах неприятно. Нам городским мало было камней и шишек, хотелось выпендриться перед деревенскими, кинуть в щель что-то необычное. Я рискнула кинуть свое сокровище, стеклянный шарик из аквариума. Шарик вернулся, но тем же вечером рассыпался в крошку. Бабушка сказала, наверное, треснул, ударившийся гранит. В следующий раз кинула вареное яйцо, что мне бабушка дала. Яйцо вернулось, только не сразу. Секунд 5 я его ждала. И так и не съела его в тот день. Тухлое оказалось. Котенок, которого засунул в щель деревенский пацан Вовка, вылезать не хотел долго. Шуршал там чем-то, но не отзывался. Через несколько минут вылез, как ни в чем не бывало. А через несколько дней его утопили. Он вцепился в лицо младенцу, Вовкиному брату, и задрал кожу в клочья. И больше мы в то лето к щели не ходили. Не обсуждали между собой, просто как будто сговорились забыть про нее. А в конце августа мой брат предложил перед отъездом в город пройтись по всем местам, где мы играли на память, и к щели пошли. «Смотри, Татка, щель большая стала, я смогу ногу засунуть». Я его остановить не успела. Щель была на уровне его живота, он засунул ногу до колена, а вытащить не может, застряла. И сам тянул, и я его тянула, потом заревели оба от страха. Он меня всего на год старше, ребенок совсем, а потом вместе потянули ногу, и она легко вышла из щели. Наступить на нее брат не мог, больно было. Так, опираясь на меня, доковырял до деревни. Там его осмотрели, и в городе уже врачи осмотрели. Ни перелома, ни вывиха, ни ссадины, ни синяка. А наступить до сих пор не может. 22 года прошло. Прошлой весной бабушка, жившая последние годы с нами в городе, умерла, и мы решили дома ее в деревне продать. Поехали туда летом с мужем и дочерью. Осмотрели заброшенный дом. Ника моя с деревенскими ребятами познакомилась. Стала и звать ее на обед. Нет нигде, говорят, ушла с ребятами. Я всю деревню обижала. Смотрю, идут навстречу ребята ватагой, и Ника среди них, лица какие-то испуганные. Я подлетела. Схватила ее, спрашиваю, как посмели уйти без предупреждения, где были? Они мне все хором говорят, недалеко в саду гуляли. А я по глазам вижу, врут. В лес, спрашиваю, ходили? Нет, говорят, и глаза отводят. Принесла дочь домой, цела, невредимо улыбается. Тоже, говорит, в саду гуляли. Оставила ее на мужа, а сама в лес, к стонущей щели. Господи помилуй, она раз в 5 больше стала, чем в моем детстве была. Ребенок целиком пролезть сможет, хоть и с трудом. Возле нее, как обычно, камни, шишки. А на самом граните 2 длинных рыжих волоса колышутся, мои Ники волосы. Пришла домой, расспрашиваю, и такими она на меня честными глазами смотрит, так удивляется, так на меня обижается, что чуть не поверила. Но не умеет моя дочь врать.
Все же побежала к соседям, трясу их сына, говорю, признавайся. Он признался, что показали Нике щель и даже подсадили, чтоб залезла. И перетрухнули все, когда почти час ее не было. И когда она вылезла, все равно решили взрослым не говорить. Муж меня истеричкой назвал, мол, жива же дочь, что еще надо. А я не знаю, жива ли моя дочь, Ника ли вернулась из щели. Или за тот час, что ее не было, щель смастерила что-то похожее. Потому что этот ребенок, я ее не узнаю, она другая, испорченная. Собаку нашу мы в приют отдали после того, как это случайно воткнуло ей горящую спичку в глаз. А после крысеныша Карла я ни одно животное в дом ни за что не возьму. Не хочу еще раз увидеть кого-то, пытающегося ползти без лап. Что она мужу говорит, я не знаю, но муж меня уже считает ненормальной. А на меня она смотрит, мне в спину смотрит, не моргая, пока я повернусь. Я в зеркало вижу ее, и оборачиваться мне страшно, и ночью подходит к кровати и смотрит, и я не нахожу сил открыть глаза, даже чтобы это прекратить. Сейчас апрель, и сегодня это спросила, когда мы снова поедем в деревню. Говорит, папа, я хочу тебе кое-что показать, и муж меня не слушает. Передумал дом в деревне продавать, мол, ребенку нужна природа, я его не удержу. Хочу подать на развод и оставить ребенка мужу. Пусть меня проклянет семья, я хочу жить подальше от этого и в одиночестве оплакивать свою Нику.